Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира и добра, благодатной погоды вам. Во многих регионах июнь оказался где-то дождливым, где-то прохладным. И посевы сахарной кукурузы, фасоли не дали того результата, на который рассчитывали наши коллеги. И вот у меня такой вопрос. Пожалуйста, дайте информацию, когда можно в июле посеять еще семена вот этих растений. Кто-то просит сахарную кукурузу, кто-то фасоль. Так как я выбрала, имею опыт по выращиванию вот этих культур, и этот опыт подсказывает, что можно в первой половине июля, тем более у нас совпадает как раз растущая луна, и солнце будет в знаке рак, и это великолепное сочетание, и вот мы можем использовать для посева именно этих культур, и они подходят для посева друг к дружке рядышком. Они друг другу помогают, друг другу покровительствуют, и всегда очень хороший результат. По крайней мере, у родителей так было, и мы несколько лет использовали посев и посадку вот этих культур. И я сразу же хочу вам назвать эти культуры, ну, по крайней мере, то, что я знаю по сахарной кукурузе. Нужно выбирать ранние сорта 70-75 дней с момента всходов и уже сбора урожая. Это ранние сорта со сроком такой вегетации 70-75 дней. Ну вот из кукуруз, которые мы выращивали, это Добрыня и Трофи. Трофи был первым в нашем опыте. Замечательно. Мы в конце сентября собирали урожай. Очень вкусная. И она при всходах как раз тоже жарко было. Июль у нас жаркий месяц. И она как раз проскользнула, потому что когда в мае холодные вот эти периоды, она очень сложно, долго растет. А тут вот теплынь, и в сочетании с фасолью прекрасный результат получился. Далее еще фасоль тоже выбирайте. Название не дам, потому что не знаю, у нас вообще их названий нет. Есть сахарная, есть борщевая, еще какие-то. Но так как вы хорошо разбираетесь, будете подбирать фасоль, берите фасоль ранних сортов. У них тоже вот срок вегетации 70-75 дней. И вы успеете совместно, вот эти, я даже написала схему посадки, нужно садить метр на метр кукурузу квадратно-гнездовым методом. Это когда-то было очень популярно в колхозах в свое время. И вот этот квадратно-гнездовой метод, между вот этими растениями можно высаживать фасоль по центру. Получается, между кукурузой метр, и между ними еще фасоль, одну семечку фасоли. И она будет плестись на какое-то растение кукурузы, и получится хороший урожай. И тем более, что уже в сентябре как раз будет хороший период, когда будут формироваться початки. Ну и ничего страшного, еще длина светового дня тоже позволяет получить хороший урожай. Тем более, что Юпитер будет в Овне, хотя это будет ретроградность, но до 28 октября, так по моим предположениям, у нас все-таки осень будет смещена на месяц, поэтому мы можем использовать сентябрь. Но снова же это в разных регионах будет по-разному. Ну а теперь давайте рассмотрим эти два периода. Они небольшие, когда можно посеять уже сразу, не на рассаду, а сразу же все смерить. Где-то освободились грядки и высеять вот семена этих растений. Солнце в 15 градусе рака, супер градус, и растущая луна в знаке весы. 6 июля, один день, к сожалению, потому что там у нас дальше следующий день будет переход луны из первой во вторую фазу, поэтому используем вот этот период 6 июля с 3 часов ночи, утра, и до конца суток. Видите, какой хороший период. И еще один период, вот это завершающий. Позже я не рекомендую, вы не успеете получить результат. А вот этот результат у нас получался. Солнце в 17 и 18 градусе рака и растущая луна в Скорпионе. 8 июля с 9 часов начинается посев до конца суток. И 9 июля все 24 часа. Я прекрасно вас понимаю.
У всех с погодой есть разные эти погоды, разные климатические испытания. Это очень сложный период, сложный год. Но вот очень хорошо, что вы задаете эти вопросы и просите подсказать, когда что можно сделать для того, чтобы получить вот эти урожаи. Потому что вот посев в холодный период фасоли и сахарной кукурузы всегда имеет проблему весной. А летом вот хорошие всходы получаются. Главное поливать, а вот основной полив будет во время цветения фасолей, а также когда початки начинают формироваться для кукурузы, а это уже сентябрь месяц, и прекрасно получается, можно выиграть вот этот период и получить еще хороший урожай и сахарной кукурузы, и фасоли обыкновенной. Вот такая сегодня тема. Раиса Греченко, Александр Волик подготовили для вас этот агрогороскоп. Он основан на нашем личном опыте. И мы желаем вам хорошего, добротного урожая вот этих прекрасных растений. Всем вам здравия и до новых встреч на нашем канале в новых видео. И жду от вас заказ по культурам. Вот такие агрогороскопы на июль месяц, что очень актуально для вас. Пишите, я буду все рассказывать, подсказывать и будем выдавать вам информацию для того, чтобы вы в короткие сроки смогли ориентироваться и хороший урожай получили на грядках. Прощаемся с вами еще раз и говорим пока-пока. До новых встреч!